Привет, друзья! Хотя сейчас утро суббота, выходной, но я должен вам выдать порцию последних важных и интересных главных событий. Сегодня Германия и Европа сразу на нескольких фронтах. Венгрия готовит важный шаг в отношении Европейского Союза, и реакция Брюсселя уже обсуждается в экспертных кругах. Пока идут обсуждения в Брюсселе, в самой Германии проходят масштабные климатические акции. В Берлине и Гамбурге люди выходят на улицы с плакатами и требованиями, которые заставляют говорить о будущем энергетики страны. Одновременно разгорается спор о браках между родственниками. Вопрос касается не только закона, но и морального аспекта, а обсуждение набирает обороты в разных регионах. Канцлер Фридрих Мерц обратил внимание и на вопрос, который касается выезда молодых граждан из Украины. Германия зафиксировала рост заявлений, и тема уже привлекла внимание международных экспертов. И пока политика и законы обсуждаются, на рынке электромобилей произошли изменения. Лидер продаж впервые изменился, и это уже заметно для производителей и для покупателей. Про все эти последние новости Германии и Европы я расскажу кратко, буквально за несколько минут. Итак, Венгрия планирует обратиться в Европейский суд. Причина – это план Европейского Союза постепенно сократить импорт российского газа к концу 2027 года. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что запрет нарушает европейский закон и подрывает энергетическую безопасность в Венгрии. По словам Орбана, отказ Брюсселя от российского газа противоречит европейским ценностям, и страна не примет этого явно незаконного решения. Венгрия уже объявила, что подаст иск в Европейский суд. Опора Венгрии на российские энергоресурсы остается высокой. Страна считает, что полный отказ от газа из России может негативно сказаться на ее экономике. Этот шаг – это не просто какой-то ответный ход, это попытка оспорить политику всего Европейского Союза по отказу от российского газа и сохранить свое право на энергетическую независимость. Следующая новость – одна из самых важных для экологии Германии. По всей Германии вчера и сегодня прошли климатические демонстрации от Берлина до Гамбурга. Люди вышли на улицы, потому что считают, правительство Фридриха Мерца обещает одно, а делает совсем другое. В Берлине у Бранденбургских ворот собралось около 450 человек, в Гамбурге примерно 1000. Участники держали в руках яркие плакаты с простым требованием, цитата: «Выполняйте то, что сами обещали». Главная претензия протестующих – это Германия слишком медленно отказывается от угля, нефти и газа. Молодежные экологические группы прямо говорят, если страна хочет оставаться лидером в Европе, переход на чистую энергию должен идти быстрее, а не застревать в бюрократии и политических спорах. Почему протесты усилились именно сейчас? Да потому что идет международная климатическая конференция, где политики красиво говорят о будущих целях. Но люди внутри страны видят, реальных шагов мало. Отсюда и раздражение, обещания звучат каждый год, а изменения почти незаметны. Что требуют участники? Ускорить развитие возобновляемой энергии, прекратить финансирование угольных проектов, представить ясный план, как Германия снизит выбросы в ближайшие годы, а не к 2050 году. Что может сделать сегодня правительство Фридриха Мерца? Принять более жесткие законы в сфере климата, ускорить строительство современной энергетической инфраструктуры и ввести честный диалог с обществом, показывать реальные шаги, а не просто речи. Сегодняшние акции стали сигналом, общество устало уже ждать, люди хотят видеть не только новые обещания, а реальные действия. Следующая новость связана с неожиданным обсуждением браков. В Германии разгорается обсуждение вокруг того, почему в стране до сих пор разрешены браки между родственниками, например, между дядей и племянницей или между двоюродным братом и сестрой. Напомню, закон запрещает только самое близкое родство, брак между родителями и детьми или между родными братьями и сестрами, а все, что не попадает под прямую родственную линию, формально остается законом. Эта тема особенно заметна в тех регионах, где живет много семей с миграционным прошлым. В некоторых культурах такие браки традиционны и считаются способом сохранить семейные связи и имущество внутри рода. Немецкие власти это знают, и именно поэтому закон долго не менялся. Государство старается учитывать разные семейные модели. Но медики все чаще напоминают о другой стороне вопроса. У детей, рожденных в таких союзах, выше риск наследственных заболеваний, и это уже не культурная, а медицинская проблема, которая касается всех, кто живет в Германии.
Отдельная сложность возникает, когда такие браки заключены за границей. Германия оценивает их по своим законам. Если союз противоречит законодательству или затрагивает защиту несовершеннолетних, государство может его не признать. Сейчас обсуждение еще сильнее усилилось. Одни требуют полного запрета любых браков между родственниками, другие считают, что государство не должно вмешиваться в семейные традиции, если речь идет о взрослых людях. Политики пока не предлагают изменений, но тема явно выходит на новый уровень и может стать предметом будущего законодательного спора. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии начинается новая политическая дискуссия. Канцлер Фридрих Мерц предложил обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос более тщательного контроля над выездом молодых граждан из страны. По словам Фридриха Мерца, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет часто покидают Украину и направляются в Германию. Их участие важно для экономики и социальной жизни именно на родине. Причина такого обращения проста. После изменения правил, о которых я вам рассказывал, в Украине многие молодые мужчины получили возможность выезда, и Германия зафиксировала заметный рост заявлений о пересечении границы именно этой возрастной группой. Мерц считает, что такой отток может повлиять на внутреннюю ситуацию в Украине и эффективность международной поддержки, которую Германия предоставляет. В ответ на эту ситуацию Германия предлагает следующие шаги. Переговоры с Украиной о введении более строгих правил выезда для молодых мужчин, усиление совместных проверок и создание механизмов, по которым право на пребывание в Германии будет тесно связано с выполнением условий на родине, например, трудовой деятельности или службе. Правительство Фридриха Мерца считает, что миграционные потоки нужно контролировать иначе. И это только начало. В Германии произошел неожиданный поворот на рынке электромобилей. По данным Федерального автомобильного ведомства, лидерство по продажам в категории новых электрокаров в октябре перехватил чешский бренд с моделью, которая впервые обошла Volkswagen. Речь идет о модели Skoda Elroq. Она была зарегистрирована 3320 раз и стала самой продаваемой среди электромобилей в Германии за месяц. Известно вам модели Volkswagen ID7, Volkswagen ID3 оказались чуть позади, 3193 и 3074 регистрации соответственно. Всего в октябре в Германии было зарегистрировано порядка 52 425 новых электромобилей, что составляет около 21% всех автопродаж. Почему это случилось? Несколько факторов. Во-первых, модель Skoda Elroq представляет конкурентоспособную цену и хорошую практичность, что делает ее привлекательной для семей и водителей из пригородов. Во-вторых, на фоне общей динамики рынка рост интереса к электромобилям почти на 48% по сравнению с прошлым годом. Покупатели активнее ищут новые марки. Что это значит для отрасли? Volkswagen больше не безусловный лидер в сегменте электромобилей в Германии. Конкуренция усиливается. Производителям придется быстрее реагировать, снижать цены, улучшать технологии и ускорять выпуск моделей. Для покупателей нас с вами это шанс, больше выбора, более агрессивное предложение и растущая конкуренция на рынке электромобилей. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.